Растение, о котором сегодня пойдет речь, удивит вас разнообразием и красотой своей декоративной листвы и ярких выразительных цветов. С помощью этой неприхотливой засухоустойчивой культуры можно выгодно подчеркнуть красоту любого цветника, создать пышный бордюр вдоль дорожек и клумб и украсить не только территорию сада, но и вход в дом, террасу и даже домашний интерьер. Если вы поставили перед собой задачу оформить свой участок эффектными и притягивающими взгляд растениями, обратите внимание на цинерарию. Родиной этого растения считается Южная Африка. Однако, несмотря на свое южное происхождение, оно с успехом прижилось и в садах средней полосы. Цинерария относится к обширному семейству астровой, и в ее роду насчитывается около 50 видов. Например, в садах средней полосы нередко можно повстречать ее декоративно-лиственный вид, который отличается своей ажурной серебристой листвой. Кстати, название цинерария в переводе с латыни означает «пепельная». Именно этими кустиками часто декорируют клумбы и цветники, создавая шикарный серебристый фон и эффектное дополнение ярким цветочным композициям. Пышные, ажурные кустики цинерарии просто идеально подходят в качестве неприхотливого и не требующего частого полива бордюра, с которым будут удачно сочетаться многие декоративные культуры. Но не все знают, что среди этого уже привычного для многих садоводов растения есть и декоративно цветущие виды, цветы которых удивляют своей выразительностью и многообразием ярких окрасок. В этом ролике я расскажу о наиболее декоративных видах и сортах цинерарии, которые можно выращивать не только в открытом грунте, но и в качестве украшения террас и интерьеров. Если вы уже имеете такие растения в своем саду, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Я также буду благодарна вашим лайкам, советам и комментариям. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Цинерария – это достаточно неприхотливое выращивание культуры, с которой под силу справиться даже начинающим садоводам. Повторюсь, что ее очень удобно использовать для декорирования садовых дорожек, бордюров, красивого оформления клумб и рабаток. Это растение относится к засухоустойчивым и хорошо переносит засушливые, жаркие периоды. Однако для поддержания ее высокой декоративности кустики лучше время от времени поливать. А вот частого переувлажнения эта южная красавица не потерпит. Если грунт будет постоянно и чрезмерно влажным, на корнях может развиться корневая гниль, и растения со временем просто погибнут. Земля для посадки цинерарии должна быть рыхлой, с добавлением дренажа. Это растение также не выносит кислые почвы, поэтому субстрат для него подготовьте с нейтральной или слабощелочной реакцией. Для раскисления грунта отлично подходит гашеная известь, доломитовая мука или зола. Кустики декоративно-лиственной цинерарии, которые еще называют приморской, подчеркнут красоту вашего цветника и своей красивой ажурной листвой дополнят яркие краски цветущего сада. Серебристые веточки цинерарии отлично сочетаются со многими декоративно-лиственными кустарниками, розами, лилиями и другими цветами. Именно из этого вида получаются эффектные, словно покрытые инеем бордюры. Такие растения остаются декоративными с весны и до прихода устойчивых морозов. На участках с суровыми зимами цинерарию приморскую выращивают как однолетник, а вот в садах с более мягким климатом она спокойно зимует даже без укрытия. Хотя ее кустики хорошо переносят небольшие морозы. Например, моя серебристая цинерария с успехом пережила зиму 22 года. И это при том, что я ее ничем не утепляла и не мульчировала. Хочу уточнить, что мой сад находится в климатической зоне 5Б в центральной Украине. Кстати, если вы не хотите каждый год выращивать рассаду, то с осени выкопайте наиболее красивые кустики, пересадите их в контейнеры и занесите в дом или подвал. Такие растения можно будет расчеренковать или просто высадить их обратно в сад весной. Цинерарию приморскую красиво высаживать в контейнеры, особенно в сочетании с яркими цветами. За ее необычный серебристый вид лесной опушенной листвы ее еще называют серебряной пылью. Кусты вырастают от 15-30 см и до 50-90 см в зависимости от сорта. Особо красивая низкорослая цинерария Silver Dust и более высокорослый сорт Цирос. Среди интересных сортов в продаже встречаются алмазная пудра, кандикамс и андромеда. Последний отличается своим низким, около 15 см ростом, что очень удобно для контейнерного выращивания и создания низких бордюров.
Семена декоративно-лиственной цинерарии можно высевать на рассаду с января по март. После появления пары настоящих листочков сеянцы пикируют в отдельные стаканчики. Чтобы кустики развивались пышными и не вытягивались в один стебель, им потребуется хорошее освещение. С возрастом также можно прищипывать макушки побегов. Пересаживать растения в открытый грунт лучше всего с цельным комом земли, чтобы как можно меньше травмировать корни. Учитывайте размеры сорта и место посадки, так как на солнечных участках кустики будут развиваться более пышными и выглядеть максимально декоративно, нежели посаженные в тени. Серебристая цинерария – невероятно эффектное и малоуходное растение, которое я очень люблю и советую иметь в своем саду. Поверьте, ради такой шикарной, покрытой словно серебряной пылью листвы, ее стоит выращивать каждый год. Хотя в регионах с мягким климатом и этого не потребуется, так как кустики с успехом перезимуют в саду. Кстати, на второй год они зацветают мелкими желтыми цветочками, которые обычно срезают, так как они не обладают высокой декоративностью. Чего точно нельзя сказать про другие декоративно цветущие виды – цинерарию изящную и кровавую или гибридную. Цветы этих видов невероятно красивые. Они чем-то напоминают красочные ромашки или маргаритки и могут быть всевозможных окрасов. Декоративно цветущие цинерарии всегда отличаются своим ярким, выразительным видом. Особо эффектное цветение у цинерарии гибридной. Она вырастает пышными кустиками около 35-50 см высотой и расцветает удивительно красивыми цветками с привлекательным центром и насыщенными по окраске лепестками. Этот вид у нас выращивают как однолетник, но ими вы также сможете украсить свой домашний интерьер. Кстати, горшечные цинерарии часто выставляют на продажу цветочные магазины именно в зимнее время. Их окраска может быть сине-фиолетовой, голубой, розовой и даже пурпурной. Букет из пышных ярких ромашек цинерарии особо эффектно выделяется на фоне ее темно-зеленой листвы, которая сильно отличается от родственной цинерарии серебристой. Яркие лепестки цветов ближе к центру сменяются белой окраской. Это делает общий вид растений еще более выразительным и привлекательным. Букеты из гибридной цинерарии всегда притягивают к себе восторженные взгляды. Декоративно цветущие виды цветут не только красиво, обильно и ярко, но и долго. Особо продолжительный период цветения у цинерарии изящный. Чтобы его продлить и стимулировать образование новых бутонов, отцветшие ромашки лучше вовремя удалять. Также цинерария с благодарностью отзовется на подкормке минеральными удобрениями, которые можно проводить пару раз в месяц. Если вы стремитесь к обилию цветов, то минеральные составы лучше чередовать с органическими удобрениями и кормить кустики примерно один раз в неделю. Все подкормки носят только по влажной почве. При правильном выращивании объемные кустики сплошь покрываются цветами, из-за которых не видно даже листвы, и скорее напоминают эффектный купол из цветов. Однако этот красиво цветущий вид в наших садах встречается намного реже, нежели декоративно-лиственная цинерария. Гибридная цинерария не только у нас не зимует, но даже при выращивании в теплых условиях долгожителем не является. Ее кустики, как правило, погибают вместе с окончанием цветения, хотя цветет она невероятно эффектно и долго. Выращивают эти цветы только рассадным методом, высевая семена для высадки кустиков в саду уже в декабре, а для комнатного содержания в апреле. Дело в том, что у этого растения очень долгий вегетационный период. От посева до цветения проходит 8 месяцев. Еще одна особенность гибридной цинерарии в том, что она закладывает цветочные почки с похолоданиями. Поэтому такие цветы скорее подойдут для осеннего цветника и озеленения интерьера. С приходом устойчивых холодов кустики из сада можно перенести в дом. Температура ниже 2 градусов мороза уже для них губительна. Намного проще выходит цинерария изящная. Правда, ее кустики не такие пышные и цветы проще в сравнении с цинерарией гибридной. Зато цвести она уже начнет с июня и продолжит до середины ноября. Кстати, семена цинерарии обладают хорошей всхожестью, и найти в продаже ее разные сорта и гибриды сейчас не проблема. Выращивайте эти чудесные растения и наслаждайтесь их ярким цветением. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.